удаления ремувером некачественного перманентного макияжа на губах. Стоит даже около 20 минут подержать. Ну, на самом деле 15 достаточно. Осветляя пигмент, подтягивайте его к поверхности кожи. Хлорид натрия – это обыкновенная пищевая поваренная соль. Он состоит из гликолевой и молочной кислоты. Это сочетание двух фруктовых кислот. Не торопясь, спокойно высветляет этот пигмент без каких-либо инверсий. Дело в том, что Лена моя клиентка очень-очень давно, и когда-то она пришла ко мне на перманентный макияж губ, который у нее уже был сделан до меня. Это такая белая густая жидкость, имеет не очень высокий pH, поэтому из зоны меньшего концентрации в зону большей концентрации как бы подтягивается еще удаляемый нами пигмент. Он имеет способность проникать достаточно глубоко в кожу. Всем привет! Вы на канале Hanafi Colors Pigments. Я Ольга Hanafi, и сегодня я покажу вам процедуру удаления ремувером некачественного перманентного макияжа на губах. Вы уже видели процедуру удаления на бровях с помощью нашего ремувера. Сегодня мы с вами поработаем на губах с использованием нового продукта Hanafi – кислотного ремувера. До недавнего времени Hanafi имел два продукта для удаления некачественного перманентного макияжа. Один щелочной ремувер и к нему активатор. Сейчас мы анонсируем новый продукт, ремувер номер 2, это кислотный ремувер. И сегодняшняя процедура будет совмещать все эти три продукта в одной процедуре. Давайте разберемся, что у нас за продукты, чем они отличаются, для чего больше подходят. Ремувер номер 1, слабощелочной ремувер. Это такая белая густая жидкость, имеет не очень высокий pH, не более 8. Он не травматичен, он быстро заживает, никакого дискомфорта у клиентов не вызывает. Поэтому с ним работать очень удобно. И правила заживления элементарные, такие же, как после перманентного макияжа. То есть нету ограничений серьезных по использованию воды и так далее, те, которые у нас всегда есть с щелочным ремувером с очень высоким pH. Здесь все намного проще. Что делает этот ремувер, для чего он нужен? Как все щелочные ремуверы, он имеет способность проникать достаточно глубоко в кожу. Это очень полезное качество для того, когда мы удаляем глубоко залегающие слои пигмента. Старые, очень многолетние перманентные макияжи, глубоко сделанные перманентные макияжи, даже татуировки. Там, где пигмент может выглядеть очень бледным, но на самом деле это бледность из-за того, что оставшиеся слои лежат очень глубоко. Так вот, щелочной ремувер умеет туда глубоко проникать и, осветляя пигмент, подтягивать его к поверхности кожи. Подтянув пигмент к поверхности кожи, этот ремувер как бы предлагает нам дальнейшие удаления проводить уже теми способами, которые мы сочтем уместным. Может быть, это будет лазер, может быть, будем продолжать удалять ремувером. Из-за того, что он подтягивает пигмент к поверхности кожи, визуально после заживления пигмент может выглядеть ярче. И мастера, и клиенты порой этого пугаются. Давайте рассуждать логически. Как только пигмент поднимается к поверхности кожи, между пигментом и нашим глазом остается меньшее количество слоев кожи. Соответственно, наш глаз воспринимает этот пигмент как более яркий. И на самом деле его не просто не стало больше, ничего с ним не случилось. Он просто подтянулся к поверхности кожи. Пигмент, который кажется нам более ярким, не должен нас пугать, потому что это говорит о том, что его теперь удалять будет намного легче, потому что он ближе находится к воздействию как иглы с ремувером, так и лазерного луча. В дальнейшем эта яркость будет, конечно же, уходить со следующими удалениями. Далее
мы будем работать нашим новым продуктом, ремувером номер 2. Это кислотный ремувер, тоже не очень агрессивный, не очень мощный. У него pH не меньше 3 или 3,5. Он состоит из гликолевой и молочной кислоты. Это сочетание двух фруктовых кислот делает очень эффективным удаление. Для чего нужен такой ремувер? В чем его особенности? Он хорошо осветляет яркие пигменты. То есть в тот момент, когда нам не нужно удалять до чистой кожи, а нужно сбавить интенсивность пигмента, в этом случае кислотный ремувер работает очень хорошо сам по себе. Если мы его используем в большой процедуре вместе с щелочным ремувером, то, соответственно, он дополнительно осветляет и выводит пигмент, который щелочной ремувер подтянул поближе к поверхности кожи. Еще одна важная особенность кислотного ремувера заключается в том, что он способствует регенерации кожи. Кислотные ремуверы даже используются отдельным продуктом для работы с рубцами и шрамами. Они разравниваются с помощью этого ремувера. То есть, если мы имеем в виду, что любое удаление некачественного перманентного макияжа – это достаточно долгая история. Процедур будет несколько, кожа будет травмироваться. Несмотря на длительные промежутки между процедурами, все равно периодическая травматизация кожи, а в дальнейшем мы надеемся на то, что последует новый перманентный макияж, а после него коррекция. То есть, довольно-таки многократная травматизация кожи будет происходить. Хотелось бы коже помочь правильно и комфортно заживляться, и кислотный ремувер в этом тоже в какой-то степени помогает. Хотелось бы уточнить, что как ремувер номер 1, так и новый ремувер номер 2 могут использоваться отдельно, каждый для своей процедуры, если таковы условия задачи, если вы приняли такое решение, это, конечно же, возможно, допустимо и правильно. Однако сегодня мы вам покажем самую длительную большую процедуру, в которой используются все продукты один за другим. Итак, третий продукт Ханафи, завершающий процедуру, это активатор. Для чего нужен активатор? Что это такое? На самом деле активатор – это очень высококонцентрированный раствор хлорида натрия. Хлорид натрия – это обыкновенная пищевая поваренная соль. Высококонцентрированный солевой раствор работает по принципу физического явления осмос, то есть вытягивает в зону повышенной концентрации соли что-то из зоны пониженной концентрации. В нашем организме солевой раствор находится в концентрации 0,9, это так называемый физиологический раствор, а наш активатор – это 10% раствор натрия хлорида, поэтому из зоны меньшего концентрации в зону большей концентрации как бы подтягивается еще удаляемый нами пигмент. Сам по себе этот активатор ремувером являться не может. Без всего остального в одиночку он с задачей не справится. Однако именно в конце процедуры, как помощник ремувера номер 1, ремувер номер 2 или их обоих в одной процедуре, он дополнительно улучшает результат этой процедуры. Поэтому я рекомендую, конечно, иметь под рукой все три продукта Ханафи для удаления некачественного перманентного макияжа. Теперь давайте перейдем к самой процедуре. Мы будем удалять не все губы, конечно, не весь перманентный макияж, а только зону так называемого заступа, когда пигмент нанесен в неположенном месте за пределами красной каймы губ. Если вы хотите получить больше теоретической информации про удаление ремуверами именно Ханафи, про удаление ремувером и лазером, всю эту подробнейшую информацию вы можете получить, приобретя мой онлайн мастер-класс. Все необходимые ссылки на приобретение этого продукта вы можете найти в описании. Ну что ж, у нас сегодня Лена с нами.
на этой процедуре я хочу рассказать немножечко про историю этих губ. Дело в том, что Лена моя клиентка очень-очень давно, и когда-то она пришла ко мне на перманентный макияж губ, который у нее уже был сделан до меня. И мы говорили о том, что, в общем-то, сделан он не совсем верно, с заступом. Тогда, много лет назад, мы с Леной решили, что мы все-таки будем продолжать придерживаться той формы, которая уже была. Пришел момент, когда Лена пришла с запросом на удаление этого заступа, и сделано к сегодняшнему моменту сделано 3 удаления ремувером. Сегодня мы будем делать 4-е. Удаление было сделано и нашим ремувером щелочным, нашим ремувер номер 1, который у нас уже давно в продаже, которым мы работаем успешно. Была также сделана процедура кислотным ремувером, как бы новым продуктом, который проходил тогда тестирование. Результат очень хороший. И вот сейчас мы будем в одной процедуре использовать и то, и другое, и активатор. Давайте посмотрим повнимательнее, что же нам нужно удалить. Здесь очень хорошо видна своя форма губ. Краешек прям виден, физическая граница и уже цветовая тоже видна, потому что удалили достаточно здорово, и вот эти заступы, они уже очень бледные. Сейчас мы нанесем анестезию предварительную. В данном конкретном случае я буду использовать проджелкаин и нанесу под пленку, наверное, минут 15. Во время процедуры удаления ремувером мы не наносим вторичную анестезию, промежуточную. Мы не знаем, как она будет взаимодействовать с химическими веществами, которыми мы работаем. И учитывая, что процедура, в общем-то, не длинная, это, конечно, не перманентный макияж длиной почти в 2 часа, мы едем до конца процедуры на первичную анестезию. Поэтому ее стоит подержать чуть подольше. Обезболиваю в основном только зону контура. На нижней губе тоже, потому что это мне нужно рабочие очки надеть, чтобы внимательно посмотреть, что там за работа будет. Поэтому на всякий случай туда тоже наношу. Так, и под пленочку. Машинка, которой я работаю при удалении, короткоход. По поводу иголочки я рекомендую работать пучком 3-шкой. Сведенная 3-шка, просто чтобы иголка была не такая тонкая. Чем это обусловлено? С одной стороны, нам вроде бы надо бы попасть поглубже, и единица, очевидно, может проникнуть глубже, как острый нож масла. Но нам тут очень важно как следует проработать всю зону, чтобы охват кожи пучком иголочек был сразу больше. Поэтому мое решение – это 3 РЛЛТ. И здесь у меня 25-я толщина, но можно работать и 30-е, тут без разницы. Если зона большая, то можно и потолще иголочки взять. Достаточно иметь очень небольшой вылет. Мы работаем как бы в зоне капельки средства, которые мы наносим, как бы в лужице из ремувера, поэтому нам здесь длинный вылет совсем не нужен. Так, машинка готова к работе. Теперь нужно налить в капсы то, чем мы собираемся работать. Щелочной ремувер густой и белый. Кислотный ремувер густоват, но прозрачен. Активатор просто водичка. Процедуры этим ремувером, и вообще любым ремувером мы делаем 1 раз в 1,5 месяца. Стараемся не чистить. Я не делаю процедуру удаления каждый месяц. Все-таки 1,5, а то и 2 – это лучший промежуток между процедурами. Надо дать коже выдохнуть, надо дать коже восстановиться. Ей еще много стресса на себя нужно будет принять и во время удаления, и во время последующих, я надеюсь, уже красивых перманентных макияжей, которые впереди ждут клиента. Поэтому кожу надо щадить и давать ей отдохнуть. На нижней губе я бы поработала только вот с этим вот левым краем. Здесь есть заступ, здесь есть размытый край, и он довольно-таки яркий. С этой стороны практически все хорошо. Я бы уже, наверное, сюда не стала лезть. Основная работа на верхней губе. Все это сопряжено с выделением сукровицы, особенно на губах. Все, конечно, зависит от индивидуальных особенностей клиента, но на губах, конечно же,
выделение сукровицы намного чаще встречается, чем на зоне бровей. Это, конечно, мешает процедуре, ну, в смысле, физически мешает, но избежать этого не получается, как правило. И главное, что это не является никаким нарушением, никакой ошибкой, иначе здесь просто не получится. Перейдем к верхней губе, будем делать то же самое. Вы видите, что я ползаю, грубо говоря, по коже, практически из нее не выходя, совершая очень короткие плотные штришочки. Слежу за тем, чтобы у меня иголочка вместе со средством попала в каждый уголочек этой ненужной нам краски. Почему мы предпочитаем губы удалять ремувером, не лазером? Я думаю, что опытные мастера знают ответ на этот вопрос. Но я расскажу еще разочек. Дело в том, что диоксид титана, входящий в состав пигментов для губ, диоксид титана – это белый цвет, а также очень часто красный оксид железа, который тоже может входить в состав, поскольку губные пигменты часто гибридные, там есть и минералы, и органика. Так вот, эти два компонента под воздействием лазерной энергии, под воздействием лазерного луча могут давать так называемую инверсию цвета. И вот этот вот полупрозрачный слабо-розовый заступ после обработки лазером может и, скорее всего, мгновенно станет серо-коричневым. Этот цвет, он один раз поменявшись, уже не поменяется обратно. Он может быть только удален, вычищен из кожи. Уже вот такого серо-коричневого цвета мы его потом очищаем. Это вычищается. Но не все клиентки готовы на такое пойти и такое терпеть. Поэтому, когда индустрия удаления ремувером сильно развелась, и все уже как бы поняли необходимость иметь в арсенале ремувер и научились им работать, то вот такие вот моменты удаления именно на губах все-таки лучше производить ремувером, потому что он просто, не торопясь, спокойно высветляет этот пигмент без каких-либо инверсий. Итак, я обработала весь заступ на верхней губе, и теперь я аккуратно протираю опять однократно и наношу этим же составом, этим же ремувером масочку на обработанную зону на 5 минут. Итак, 5 минут прошли. Мы аккуратно смываем эту масочку. И сейчас у нас будет второй этап, второй проход той же машинкой, той же иглой, но кислотным ремувером. Производим те же самые действия. Короткие, плотные, последовательные, тщательные штришочки по всей зоне. Смотрим внимательно. После обработки щелочным ремувером кажется, что все очень сильно побледнело. Но это, в общем, не потому, что пигмент прям мгновенно побледнел. Нет, тут скорее кожная реакция. Поэтому смотрим внимательно, чтобы ничего не упустить. Проходимся четко по тем же местам. И теперь то же самое наверху. Надо понимать, что по болевым ощущениям процедура малоприятная. И ее достоинство в данном случае в том, что она при этом довольно короткая. Поэтому с пониманием относитесь, жалейте своих клиентов, но при этом не нарушайте протокол, излишне не торопитесь. Я сделала второй проход, и сейчас, так же как после первого прохода, мы на всю обработанную зону нанесем масочку на 5 минут уже из кислотного ремувера. Когда наносишь масочку из этого ремувера, уже когда второй раз, довольно-таки серьезно щипет на травмированную кожу, обработанную 2 ремуверами, поэтому помогайте своим клиентам
можно подуть вот таким маленьким вентилятором, можно чем-то помахать, веером, для того, чтобы полегче было терпеть. Итак, 5 минут прошли, мы смываем с кожи эту масочку. Сейчас мы делаем третий этап, самый нетравматичный и самый короткий. Мы наносим без машинки, без иглы, мы наносим масочку из активатора. Можно пользоваться ремуверами и без активатора. Это не обязательное условие, но желательное. Результат от этого будет только лучше. Эту масочку мы оставляем также на 5 минут. Она тоже щипет, соль. При антисептической обработке кожи после удаления вид антисептика не имеет значения. Здесь может любой антисептический раствор, главное, чтобы он не был спиртовым, для того, чтобы он не разъедал, не обжигал, не травмировал дальше уже и так травмированную кожу. То есть что-то должно быть на водной основе. Это в России мы рекомендуем хлоргексидин, также можно использовать перекись водорода. В данном случае это уместно, потому что мы не заботимся о сохранности пигмента, который может перекись разрушить. В данном случае наоборот, мы хотим от него избавиться, поэтому перекисью здесь тоже можно обрабатывать. Все, 5 минут прошли, мы аккуратно тоже однократно протираем. На этом процедура считается законченной. Ну вот, на этом все. Я уверена, что это видео было для вас полезным и познавательным. Пишите свои комментарии, пожалуйста. А также хотела бы вам сказать, что если у вас возникают вопросы по поводу наших продуктов, по способам удаления, по правильности выбора того или иного способа удаления, по правильности выбора перекрытие или удаление, и если удаление, то какое? Вот эти огромный пласт вопросов, их может быть много, если они у вас есть, вы можете их нам задавать в наших многочисленных разноязычных чатах в Telegram. Вы можете проходить по ссылке, присоединяться к нашим чатам, выбрать для себя нужный вам язык и общаться с нами там. Мы всегда на связи, всегда отвечаем подробно на все вопросы. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные видео.